Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня вы будете смотреть обзор на девайс, который сейчас и снимает меня. И по большому счету на планшеты никто днем не снимает на улице, как и ночью. Но примеры видеосъемки вы все равно увидите. Что такое TCL, на мое усмотрение, вот я понимаю, что это плохой спойлер, чтобы вы продолжали смотреть ролик. Это очень корявая прошивка. Когда они что-то допилят, я не знаю. Этот планшет мне предоставил производитель. До него я покупал у TCL 2 телефона. У меня оба они валяются на студии. Обзоры делать у меня нет желания на них вообще. По поводу планшета, он не мрачный. У него неплохой экран, но по поводу всего остального вы узнаете в процессе. Учитывая ценник, наверное, его как Olda Cube можно рассматривать к покупке. Но опять же, как я считаю, вы узнаете в конце, а сами в принципе сделаете выводы из результатов моих тестов и того, что вы сейчас узнаете. Смотрим. Планшет от TCL. Если вы сейчас видите этот обзор, скорее всего, я его выгрузил под распродажу. А если я выгрузил его под распродажу, эти планшеты стоить должны дешево. Насколько целесообразно его покупать, мы узнаем. Это раз. Два. Я TCL считаю просто ужасным брендом для производства смартфонов. К сожалению, я таких купил несколько, и только, скорее всего, на один из них будет обзор, и то не факт. Но телевизоры они делают волшебные, они делают отличные матрицы, поэтому я очень сильно надеюсь, что, несмотря на не суперскую прошивку, я не верю, что она здесь будет суперская, данный планшет будет достойным конкуренции с Realme падом, с Lenovo тремя видами падов и, разумеется, с Xiaomi. На все это обзоры были на канале, то есть это уже не знаю, какой по счету планшет, у меня точно не 10-й даже. TCL Tab Max 10.4. Логично, что TCL-щики мне его подогнали, и я не знаю, акт ритуального самоубийства это или нет. Я думаю, что вы в курсе, что обзоры у меня нелояльные. Моя миссия — найти максимальное количество недостатков. И я думаю, мы их сможем найти. Full HD у нас экран на 10,36 дюйма, очень странный. Размер 256 внутрянки, 6 гигабайт оперативки, процессор 8-ядерный, аккумулятор, стерео они обещают. Коробка максимально китайская, но могло быть и хуже. Видел я намного хуже варианты. Ароматов в Китае нет, к слову, что странно. Вскроем дальше, может быть, появятся. Нет, не появились. Ну и хорошо. Сам планшет кажется очень компактным, потому что если сравнивать с тем же Lenovo 11 Pad Pro, который у меня все еще на руках, он выглядит компактным, с одной стороны. С другой стороны, сказать, что он суперски собран, я не скажу. Почему? Потому что, нет, он не люфтит, в отличие от дешевых падов у Lenovo и Realme. Но пока не сформировал я свое мнение по поводу него. Первое, что я вижу, есть защитная пленка, и это очень круто, потому что мало где ее клеют. Особенно китайцы, они очень сильно на этом деле экономят, но эту пленку придется отклеивать. Ну что за подстава? Пусть мы будем работать без нее. Зачем это было делать, я не знаю. Можно сказать, что они над нами пошутили. По дизайну все круто, но вот этот блок камер как-то выглядит без перехода очень странно. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, я не то что топлю за него, ну, во-первых, Lenovo, понятно, намного тоньше, и у Lenovo блок камер как-то адекватнее выглядит. Вот эта вот нижняя часть непонятно для чего и зачем. Это все-таки планшет. Также я вижу, что здесь Type-C и очень странно выглядящие кнопки. Такое ощущение, что из дешевого пластика. Это печально. Давайте-ка, наверное, чтобы никому скучно не было, я этот планшет разыграю среди подписчиков телеграм-канала со скидками. То есть стандартно пишем в комментариях свой никнейм в телеграм-канале. Подписываемся на телеграм-канал со скидками, на основной канал и на канал Live. И вне зависимости от количества лайков у данного видео я разыграю этот планшет 30 марта. Так что уже интереснее, правда? Убогая зарядка, ну, не совсем, зато беленькая. У Lenovo зарядка была еще более убогая, плюс еще и китайская. Здесь хотя бы евровилка. И кабель для зарядки. Прорезиненный слот для карт памяти. Есть, наверное, модификации с симками, потому что я вижу здесь возможность ее туда запихать. Напоминаю, что, допустим, у тех же Lenovo P11 Plus стоит 15 тысяч, а версия с сим-картой уже стоит 28 тысяч. То есть целесообразность нулевая. Разумеется, есть возможность выбрать русский язык, но не знаю, рамки прямо ужас. 473 грамма, при том, что ленововский, а это плюс, версия 487. И по железу, и по размеру Lenovo больше. К слову, по размерам, толщина вместе с блоком камер 9,5 мм, без блока камер 8 мм, 157 мм. И высота почти 25 сантиметров.
То есть по диагонали у нас, если не в дюймах, 28,5. Как он будет работать, самое важное, наверное, потому что внешка мне зашла с таким вопросом большим. Стоит ли он того? Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band'ов 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о планшете TCL Tab Max 10. Полетели! На руках у меня планшет в сером цвете, дизайн обыкновенный, пластиковая текстурная тыльная часть и матовые рамки из пластика. В руках держать удобно, корпус не марки, что хорошо. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, который находится на верхней торцевой части, что удобно. 2 микрофона, 2 стереодинамика, Dolby Atmos на борту нет, далее есть слот под флеш-карту до 256 гигабайт, маловато, правда? Защиты от влаги, естественно, нет, мини-джека тоже нет, как по мне, это тоже эпичный фейл, люфт у кнопок присутствует, летим дальше. Планшет оснащен дисплеем IPS на 10,33 дюйма с разрешением 1200 на 2000 точек. Довольно странная, правда? Плотность пикселей 226 ppi, и это мало. При ярком освещении яркости не хватает, неудивительно, это же IPS. Ожидать от такого экрана невероятной цветопередачи и четкости нет смысла, на свою цену он отрабатывает точно. Частота обновления экрана 60 Гц, скроллинг плавный, фризов я не наблюдал. Автояркость работает адекватно, плавно подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Также на борту есть технология NXT Vision для улучшения медиаконтента при просмотре. Далее мультитач, конечно же, есть и берет все 10 пальцев, но с большим трудом. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица. Работает это дело неплохо и распознает как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном. И завести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 665 с техпроцессом 11 нанометров с 8 ядрами, максимальная тактовая частота которого 2 ГГц. Графический процессор Adreno 610, интерфейс TCL UI 3.0 и Android 11 версии. Оперативная память LPDDR4X, доступна на выбор только 6 гигабайт. Больше нельзя. Внутренняя память на 256, также расширяется только картой памяти. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi. При звонках через соцсети звучание приемлемо и микрофоны работают неплохо. Bluetooth можно сказать, что уже старой версии 5.0. NFC, естественно, не поддерживается. Такая бюджетненькая коробочка получается. GPS-тест отказался проходить по каким-то невиданным мне причинам. По автономности емкость аккумулятора 8000 мАч, в PC-марке выдал 6 часов 41 минуту и осталось еще 20%. Тест я проводил при 60 Гц на максимальной яркости. Заряжается с нуля до сотки от родного адаптера питания космические 2 часа 57 минут. Поедает за 30 минут в танках 10% заряда. За час игры в Genshin Impact на минимальных настройках графики улетает 26%. Яркость не понижал, но фризы присутствуют постоянно. Комфорта во время игры никакого. Так вот, в танках и PUBG играть в принципе можно. В остальном нет. Не для тяжелых игр он предназначен. Переходим к тестам. Тротлинг-тест проходит стабильно, но показатели, мягко скажем, не лучшие, а очень печальные. 96 гипсов минимально, максимально 156 и в среднем 134 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в синглкоре 310, в мультикоре 1343, 3D Mark показал Wildlife 379, Wildlife Extreme 108, Wildlife Extreme Stress Test 108, Wildlife Stress Test 382, Slingshot Extreme 1175, Slingshot 1831. В Antutu выдал результат 224 тысячи попугаев. Прям печальненький. Storage тест не менее печален, 20 584. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел, но не совсем идеально. Результаты теста искусственного интеллекта всего лишь 92 тысячи, хотя удивляться не стоит. В принципе, все результаты тестов адекватны для такого железа. Они ничего больше не заявляли. Основной блок камер с тыльной части состоит из одного модуля и LED-вспышки. Камера основная на 13 мегапикселей. Запись видео доступна на максимальном разрешении 1080p 30 fps. Фронталка средних размеров на 8 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите. Камера, конечно, печальная, как у всех планшетов почти. Так, откровенно, абсолютно бесполезный пример работы фронтальной камеры ночью. Я думаю, что вряд ли вы с этим планшетом куда-то пойдете, тем более держа его за одну руку, точнее в одной руке. И роллинг шаттера здесь нет. Если вы подключите каким-то образом его к великолепному Wi-Fi и захотите себя снимать с фронталки, я не знаю, какое у вас должно быть состояние, картинка примерно будет вот такая. Меня можно разобрать, это уже плюс, то есть и все.
принципе, на этом плюсы заканчиваются. Разумеется, такую же историю я бы хотел показать вам на основной камере. Вот так примерно вы сможете снимать на планшет, на который снимать вы не будете 99,9 в периоде, но снимает. Это неплохо. Плохо бы было, если бы не снимал, правда? Потому что всегда, понятно, стабилизации 0, но всегда какие-то вот такие приблуды из разряда камер, особенно если вы хотите что-то кому-то показать во время того, как вы разговариваете. Вы же не будете переворачивать планшет, чтобы у вас фронталкой был к объекту, вы человека, соответственно, не видели, правильно? В этом моменте основные фронтальные камеры помогают. В остальных, разумеется, они бесполезны. Только полностью нельзя из-за них положить планшет так, чтобы он не гулял, правильно? А так, многодневной фронталки, опять же, на этот TCL. TCL, не будем смеяться над брендом, который делает просто великолепные телевизоры. Видите, что с картинкой, правда? Нечего комментировать. И TCL, та же самая камера. Есть даже X, видео X4 максимум. Вау. Основная. Ну, о стабе никакой, конечно, никакого разговора не идет, но вот что-то как-то оно снимает. Не худшим образом. Видал я и хуже. Минусы: проблемы с GPS-позиционированием, бессмысленные отверстия в местах, где по логике должны быть еще стереодинамики, также долгая зарядка. Стоит он в районе 15 тысяч рублей по ссылке в описании к видео с промокодами, потому что сейчас идет сейл, сколько будет потом, по мне, наверное, еще дешевле. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Я купил несколько планшетов на этом сейле, и я не скажу, что TCL это образец того, что я бы хотел приобрести. Вдруг на момент вашего просмотра появятся еще какие-то интересные скидки, я обязательно туда скину промики. Резюмирую, планшет для домашнего использования. Конечно, в Genshin Impact на максималках не поиграешь, это неудивительно. Использовать его для просмотров фильмов и учебы можно, плюс здесь IPS, он безвреден, шима нет. Таких планшетов немного. Рассмотреть я его советую, ну, в лучшем случае, за этот ценник, что сейчас на распродаже, 15, а лучше, конечно же, дешевле. Потому что TCL, может быть, и хорошо делают экраны, но я даже не стал углубляться по поводу лагов, которые я встречал в данном планшете. Может быть, это все из-за того, что начальная партия, может быть, они допилят прошивку, все возможно. Но на данный момент это худшая прошивка, которую я видел на планшете, хуже, наверное, только у All the Cube. И опять же, здесь нет ничего фееричного, за что бы я отдал такие деньги. Попугаев хотя бы 3 сотки должно было бы быть. Опять же, это мой взгляд. Вы можете написать, согласны или нет. Не могу сказать, что это лучший выбор. Право на жизнь у него, конечно же, есть. От меня нет, от многих, кто купил, да, и от фанатов TCL однозначно, да. Можете посмотреть на продажи и на пользователей. Я думаю, если будет большое количество фанатов, то рано или поздно они будут и прошивки допиливать, и все остальное. Но пока продукт сырой. Попытка лучше, чем было с телефоном, потому что те телефоны TCL, которые купил я, обозревать я не хочу. Если я буду их обозревать, это уже значит, мне ничего не осталось на канале обозревать. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что еще купить для обзора. Сегодня на лайв-канале будет прожарка Redmi K50 Carbon Mercedes Edition. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.